Усадьба расположена в Домодедовском округе в Московской области, примерно в 55 километрах от Москвы. Усадьба Ляхова, вероятно, одна из самых известных усадеб Подмосковья, хотя никогда не имела знаменитых владельцев, не обладала роскошными интерьерами, да и размеры усадьбы более чем скромные. В начале 70-х годов XVI века восточнее села Илинского стояла деревня Ляхова с 4 крестьянскими дворами, которые погибли при очередном набеге на Москву. В Песцовой книге Коломны 1577-78 годов Ляхова записано как пустошь, где была деревня, в поместье за дворянином Григорием Сидоровым. А далее земли пустоши более века использовались разными владельцами. Возрождение Ляхова связывается с подвижником Петра I, Федором Васильевичем Наумовым. Затем сельцо перешло его дочери Анне Федоровне, которая в 1773 году продала Ляхова генеральше Поздняковой, при которой начала складываться сама усадьба. В 1780 году генеральша скончалась, а ее наследники продали все имение генерал-лейтенанту Григорию Алексеевичу Васильчикову. При Григории Алексеевиче еще до войны 1812 года все деревянные постройки были заменены каменными. Это главный дом, флигель, конные и скотные дворы. Далее имению наследовал его племянник, участник Бородинского сражения, генерал Илларион Васильевич Васильчиков. В 1844 году жена губернского секретаря Александра Денисьевна Заливская купила Ляхова у Васильчиковых. Следующим владельцем усадьбы стал статский советник Агапов. С 1894 года и до революции усадьбой владеет председатель местного дворянства Алексей Алексеевич Варгин. Возможно, неправильное ударение, Варгин, возможно. При нем в 1910 году построены деревянные здания. Дом, принадлежащий как бы его жене Варгиной или Варгиной, и флигель. Постройки утрачены в 1970-х годах из-за пожара. В 1984 году режиссер Марк Захаров снимал в Ляхово ставший культовым фильм «Формула любви», в котором запечатлен образ усадьбы, близкий к изначальному. В 1922 году территорию усадьбы передали обувной фабрике «Парижская коммуна». В 1945 году на территории усадьбы организовано сельское хозяйство Ильинское. В главном доме усадьбы был обустроен детский сад. В 90-е годы усадебные постройки были утрачены. От флигеля остались сначала стены, сейчас руины. Сохранилось лишь постепенно разрушающееся главное здание.